привет! В этом видео я хочу поделиться рецептом, идеей, как можно оживить съедобную печать. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. В ковшик наливаем воду, добавляем сахар, глюкозный сироп, ставим на плиту, помешивая, доводим до 106 градусов. Глюкозный сироп в этом рецепте ничем не заменить. Снимаем с плиты и добавляем лимонный сок. Все перемешиваем. Добавляем заранее замоченный набухший желатин, так как сироп горячий, желатин в нем растворится. Все перемешиваем до однородности и пропускаю через мелкое сито. Далее этот гель надо стабилизировать. Я пробовала, экспериментировала работать с нестабилизированным гелем и не советую, не будет такой эффектный результат и будет неудобно работать. Поэтому приготовили, покрываем пищевой пленкой, остужаем при комнатной температуре и потом ставим в холодильник на примерно 5-10 часов. Я обычно приготавливаю в один день и на второй день использую. Но для эксперимента на один торт я использовала только приготовленный и остывший при комнатной температуре. Он остается вот такой жидкий. Но чтобы гель было удобно наносить на картинки, он должен быть вот такой стабилизированный, плотный, липкий. И потом мы его подогреваем в микроволновке, стараемся не кипятить, чтобы не образовались пузыри, но надо подогреть, чтобы он был жидкий. Буду использовать разные виды бумаги. Первый вариант – это толстая вафельная бумага. Распечатала вот такой рисунок, отрезала ненужную часть и покрываю с нестабильным гелем. Гель наносится довольно неудобно в том смысле, что надо много раз проводить по одному месту. Он как бы сползает, образуются такие мелкие пустоты, поэтому надо много раз по одному месту проходить и наносить дополнительно этот гель. Если гель стабильный, то хватает одного движения. Второй вариант – это сахарная бумага. И также само и на сахарной бумаге гель особо не хочет красиво наноситься. Все равно остаются мелкие такие, как пустоты, так как он нестабильный. Третий вариант – это тонкая вафельная бумага. Если сравнить эти все три вида бумаги, наносится на все бумаги одинаково. Вообще нету никакой разницы. Если гель у вас пролежал в холодильнике и он полностью стабилизировался, вы даже не сможете вот так возиться по картинке. Там буквально вверх-низ, все. Он сразу схватывается и остается на картинке. Даже видно, вот только нанесла гель, и если приблизить, видно вот такие как бы неровности, такие очень мелкие пузырьки, пустоты. Если сравнить картинку, которая покрыта стабильным гелем и нестабильным, разница заметна. После 12 часов картинка высохла и почти не прилипает. Совсем немного она может оставаться липкая,
Это смотря какой воздух в помещении. Если воздух сухой, то картинка быстрее просушится. Если воздух влажный, то картинка будет оставаться совсем немного такая липкая. И еще один такой пунктик. Обязательно картинку после того, как промазали гелем, переносим на другую поверхность. Это может быть силиконовый коврик, это может быть пергамент, ацетатная пленка, на любую поверхность, от которой потом мы сможем отсоединить картинку, так как по бокам этот гель прилипает. Вот видите, к досочке он прилип в тех местах, где гель переступает через края картинки. И я вот так срезаю с ножом, и получается довольно неаккуратный такой бок. Поэтому лучше сразу переносить картинку, там она стабилизируется, к примеру, на силиконовом коврике. И от силиконового коврика она будет отсоединяться без проблем. Она так не прилипнет, как к такой досочке. Этот гель буквально как такой клей. Когда картинка просушилась, сахарная бумага остается все равно вот такая эластичная, гибкая. Далее тут дополнительно я промажу и покажу разные картинки, разные виды бумаги. Динозаврик — это толстая вафельная бумага, тик-ток — это тонкая вафельная бумага, зайчонок — это сахарная бумага. И вот такая машинка — это тоже тонкая вафельная бумага. Тут можно видеть, сравнить с обратной стороны толстая вафельная бумага, она не просвечивается почти, а тонкая вафельная бумага, она прозрачная с обратной стороны. Эти картинки я покрываю уже с гелем, который стабилизировался. Гель очень липкий, и поэтому лучше взять большую кисточку и наносить гель с такими уверенными движениями. Сразу достаточно толстый слой, чтобы не оставались никакие пустоты, мелкие пузырьки. Но если где-то остаются какие-то вот такие мелкие пузырьки с первого раза, то это ничего страшного. Мы можем просушить эту картинку примерно 5 часов и наносить второй слой. Тогда картинка будет выглядеть еще эффектней, и сразу у нас исчезают все неровности, все мелкие пузырьки, которые остались с первого раза, с первого нанесения этого геля. Если воздух очень сухой в помещении и хорошо сушится, то тонкая вафельная бумага очень быстро становится вот такая ломкая. Эта картинка была покрыта одним слоем геля, она полностью просушилась. Это толстая вафельная бумага, тоже нанесла и оставила на досочке. Видите, по бокам она приклеилась, и красиво отсоединить уже не получится. Тут сам край по-любому немного сорвется. Конечно, можно постараться, но я вам как бы показываю, как надо, как не надо делать, поэтому я не жалею, а просто срываю и показываю, что будет, если оставить на той поверхности, с которой она потом плохо отсоединяется. Толстая вафельная бумага покрыта с одним слоем геля. Она не липнет, просушена очень хорошо. Но с первого раза, видите, можно видеть такие мелкие неровности, пустоты, как маленькие такие дырочки. Поэтому, если хотите идеальный вариант, вот эта бабочка, тонкая вафельная бумага, покрыта 2 слоями геля. Полностью просушенная, сушится быстро, если в помещении, как я сказала, сухой воздух. Тут уже почти нету никаких пузырей, пустот, все красиво. Картинка остается гибкая, эластичная, не ломается, и она не липнет. Тут видно, одна картинка покрыта с одним слоем геля, вторая покрыта с 2 слоями геля. Она буквально выглядит как за таким стеклом.
Поэтому этот гель называется жидкое стекло. Тут тоже мы можем сравнить. Бабочка – это тонкая вафельная бумага, снеговик – это толстая вафельная бумага. Но разница в том, что бабочка покрыта 2 слоями, а снеговик покрыт с 1 слоем этого геля. И в любом случае визуально эффектнее выглядит тонкая вафельная бумага. Поэтому если хотим, чтобы картинка была эффектная, визуально, чтобы красиво смотрелась, то, конечно, лучше наносить 2 слоя. Нанесли 1 слой, оставляем, чтобы гель застыл, это примерно 5-10 часов, и потом наносим 2 слой. Вот если неаккуратно наносить и картинку не переносить на другую поверхность, то по бокам остаются вот такие остатки геля. Этот гель образуется как такая пленка, картинки сразу оживает. И даже не надо обязательно использовать сахарную печать. Между этими тремя видами бумаг есть, конечно, разница, как мы в дальнейшем будем использовать. Такие картинки, которые покрыты с жидким стеклом, удобно класть на торт, который тоже будет покрытый с этим же самым гелем. Тут у меня торт покрыт шоколадом. В следующем видео я покажу, как я это делала. Чтобы прикрепить картинку, я промазываю этот шоколад этим же самым гелем и прикладываю в этом случае сахарную картинку. И немного расскажу, какая разница между этими 3 видами картинками. Кажется, визуально они все 3 выглядят эффектно, красиво, но сахарная бумага одна из самых дорогих. Тонкая вафельная бумага, она, конечно, самая дешевая. Толстая вафельная бумага состоит из как бы 2 слоев тонких вафельных бумаг. Поэтому, когда мы покрываем толстую вафельную бумагу этим гелем, 1 слоем, 2 слоями, все равно, мы покрываем только один слой вафельной бумаги. И выходит, наша картинка полностью высохла. С одной стороны она покрыта этим гелем, и она становится ломкая. Ее как бы уже не согнуть, чтобы прикрепить на торт. Особенно если торт маленького диаметра, и картинку надо так нормально как бы прогибать. Она не прогибается, она сразу ломается. Это потому, что мы покрыли 1 слой вафельной бумаги, а с обратной стороны тот слой, он остался сухой, не промазан. Поэтому, если хотим класть картинку по бокам, я советую использовать или тонкую вафельную бумагу, или сахарную бумагу. Или, если выбираем толстую вафельную бумагу, то не даем полностью высохнуть, чтобы она не стала настолько хрупкая. В то же время тонкая вафельная бумага, несмотря на то, что она будет 1 слой, 2 слоя, 3 слоя этого геля, она все равно останется подвижная. Мы можем согинать, она не ломается, она эластичная. То же самое относится к сахарной картинке. Она никогда не станет ломкая, как толстая вафельная бумага. Поэтому тут надо смотреть, для чего и где вы будете использовать. Если делать какие-нибудь топперы для торта, тогда можно использовать толстую вафельную бумагу. Если хотим класть по бокам на торт, как я показывала, тогда лучше выбирать тонкую или сахарную бумагу. В следующем видео я поделюсь самим тортом и дополнительно расскажу, как режется сама картинка. Если у вас есть какие-нибудь вопросы насчет этого геля, пишите в комментариях. Так как на данный момент кажется, что я рассказала все, ну, конечно, есть разные нюансы при разных вариантах работ, когда возникают разные вопросы насчет различных мелочей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Встречаемся в следующем видео. Приготовим вкусный торт-медовик без раскатки коржей с этой же самой оживленной картинкой. Всем пока!